С компьютером все хорошо, никто внутрь системного блока не лез, как говорит владелец. Он сидел, просто не показывал экран. Представляю вашему вниманию интересный ролик о том, почему не стоит лезть в компьютер, если вы абсолютно не понимаете, что вам там делать и что там искать, а также если у вас плохое пространственное представление, ну а может быть даже если у вас проблемы с логикой. Перед вашими глазами один из компьютеров, который пострадал от руки человека, который залез без каких-либо знаний внутрь системного блока. В этом ролике мы не будем ничего ремонтировать, я лишь хочу показать вам, что не стоит лезть в компьютер без определенного опыта. Или хотя бы каких-то логических минимальных представлений. Наверняка вы уже заметили, что видеокарта стоит не в PCI разъеме, а мимо него. Также она немного изогнута. Человек обратился с проблемой, что системный блок запускается, вентиляторы работают, но на экране монитора абсолютно нет никакого изображения. Для начала я проверил видеокарту, оперативную память и блок питания в другом компьютере на работоспособность. На мое удивление, все эти устройства оказались вполне рабочими. Также я внимательно осмотрел разъем PCI на наличие загнутых контактов. Визуально с ними тоже все в порядке. Поэтому все эти устройства вернулись на свои рабочие места, так как им положено. Следующее, что я решил сделать, это скинуть кулер, так как он болтался. И тут, моему удивлению, не было границ. Вы тоже видите, как установлен процессор? В процессоре есть ключ в виде золотого треугольничка, который должен устанавливаться определенным образом в сокете. А здесь он стоит неправильно. Также между процессором и кулером абсолютно отсутствовала термопаста. Так как процессор установлен неправильно, легко могли погнуться ножки сокета. Сейчас мы это и проверим. В принципе, ножки сокета оказались визуально целы. Но на ножках имеется какая-то грязь в виде клея. Сейчас мы почистим сокет и процессор от грязи, установим его правильно, а также расскажу, почему болтался кулер и почему его в таком виде устанавливать нельзя. Обратите внимание на крепление кулера. Несколько из них поломаны, именно поэтому прилегание кулера к процессору будет неплотным, и из-за этого будет перегрев процессора. Ну и в конце концов, обратите внимание на конденсаторы на системной плате, которые практически все вздулись. Такими конденсаторами нормальное функционирование системной платы невозможно. Я думаю, это является причиной недуга этого компьютера. Все-таки мне стало интересно, запустится ли компьютер с верно установленным процессором. Но оказалось, что нет. В общем, устройством данного системного блока необходим нормальный механический ремонт. Но мораль здесь такова: не стоит лезть туда, чего не знаешь, и трогать то, чего не понимаешь.